Добрый день, друзья! Сегодня начну своего рода эксперимент. В этом году я не успел закупить винограда для коньяка. Ну а, как говорится, продукт произвести хочется. Как бы пришел сезон, пора готовить. Вариантов нет, надо что-то делать. В общем, полистал интернет, нашел такую тему. Концентрированный. Я хочу с него сделать брагу. Не вино, хочу сделать брагу. Вино делается по другой немножко технологии из него. Хочу сделать брагу, перегнать на чачу на спирт и поставить на бочку. И попробовать, что получится. У нас есть 10 килограмм сока, именно килограмм. То есть 5-литровая канистра, в нем 4 литра сока концентрированного, предупреждаю, он такой по вязкости как масло. Здесь 5 килограмм. В общем, на 5 килограмм сока у нас идет 20 литров воды и 4 килограмма сахара, плюс дрожжи. Рецепт максимально прост. Что мы делаем? Мы берем этот сок, вот, и будем его на вон ту бочку выливать. Что мы сейчас и произведем. Видите, он как масло тянется. Одна канистрочка ушла. И другая. В интернете по этому поводу много видео, все хвалят. Ну, я решил попробовать, как это будет. Как говорится, доверяй, но проверяй. Хочу сказать, что вот это не химия. Это реально сделанный концентрированный сок. Ну, там своя технология, его выпаривают, как-то там выжаривают. Я вчера просто развел 50 грамм на 400 грамм воды. Получился виноградный сок. Даже сахара не добавляю. Так. Туда мы заливаем первую бутыль воды. Вот такую бутылку. Я привез с родника. Вода качественная. Вот. Вторую бутыль мы будем мешать с сахаром, приготовляя сразу сироп. То есть нам понадобится для 10 килограмм концентрированного сока 8 килограмм сахара. Вот у меня сахар. Вот у меня мерка. Я буду по 2 килограмма растворять вот в такой кастрюле и выливать, соответственно, в бочку. То есть 600 грамм. Кило 100. Кило 800. И еще вот 2 килограмма. То есть мы будем готовить сироп и заливать его непосредственно. В принципе, тут можно не высчитывать воду. Вот эту бутыль мы зальем еще. У нас как раз получится 40 литров воды. Сироп готовим как обычно. Готовим, пока сахар не растворится полностью в воде. То есть, ну вот первая порция, скажем, сиропа, да. Воду сильно не греем. Нам достаточно для того, чтобы дрожжи забродили, начали свою реакцию 25 градусов. До 28 градусов. То есть, как бы, большая температура не нужна. Первая партия растворилась. Сейчас берем ее и сливаем в бочку. Вот тудой. Вот таким образом мы будем перерабатывать. Дальше я покажу, как будем заводить дрожжи. А вот, кстати, анекдот по поводу брашки. Короче, приходит жена с работы
домой. А мужик сидит возле батареи, башку перевязал и сидит, короче, там греется. Она такая непонятка. Вася, что за дела? Что такое? Что ты делаешь? Он говорит, слушай, жена, говорит, научился бабки на бухле экономить. Короче, изобрел новый способ приготовления брашки. Она говорит, а что за фигня, как это будет? Ты съедаешь килограмм сахара, запиваешь это все водой теплой, палочку дрожжей кидаешь, садишься возле батарейки и ждешь, когда бродить начнешь. Как забродила, считай, в кайфе, блин, вообще ходить можно неделю. Она такая, ну нифига себе, короче. А говорит, нафига ты бошку перевязал? Ты говорит, бля, боюсь, говорит, крышу сорвет нахуй. Ну ладно. Сидит и сидит, не буянит, ничего, ништяк, сиди ради бога. Короче, ушла. И через полчаса буквально бах, что-то на кухне, бух, треск какой-то, бух, там все разлетается. Она прилетает такая, ёб ты, Вася, что за фигня? Говорит, что, крышку сорвало? Мне, говорит, нихера, днище прорвало. Когда так, короче. Так, ну вот, последняя порция сиропа у нас готова. Сейчас мы ее выливаем на бочку. И эту воду, то есть это все дело мы просто воду оставшуюся выливаем, чуть-чуть ее подогреем, чтобы не нарушать нам температурный режим брашки. Вот. Ну все, это я сейчас согрею, туда долью и будем заводить дрожжи. Мы разбавили сок сиропом. Что мы делаем дальше? Мы сейчас заведем дрожжи, ну и поставим на брожение. То есть мы из вот этой массы, получившейся у нас, из вот этого раствора, отбираем энное количество кастрюлей. Абсолютно неважно какое, ну я вот возьму 3 литра. Емкость позволяет. Попробовать, что там оно. Сачок такой вкусненький получился. Вот. В нем градусов 18. Я почему не парюсь с этим делом? Потому что у меня вот эта емкость с подогревом. Я ее настрою на 23 градуса, и она у меня постепенно будет, то есть 23 градуса держать. Это идеальная температура для брожения. А это я поставлю на огонь, чуть-чуть подогрею. Вот такие турбодрожжи. Вот этот пакет идет как раз на 5 килограмм сахара и на 20 литров воды. Вот здесь все написано. То есть это именно вот турбодрожжи фруктовые. Для фруктовых браков. Вот их я и буду использовать. То есть мы высыпаем их вот в эту среду сладкую. Один и второй пакет. И растворяем. Перемешиваем их хорошо, растворяем и ждем, когда они заведутся. Ну что значит заведутся? Ну, они начнут пузыриться, так пену пускать. То есть начнут работать. Это буквально недолго. Немножко терпения и все. Вот смотрите, дрожжи завелись. Видите, пена пошла. Вот так вот дрожжи заводятся. То есть здесь главное не перегреть, если не дай бог, то есть температура превысит там нужные пределы. Ну, не надо сильно горячую делать. Теплую, просто теплую и перемешивать. Вот, они просто погибнут и все. Вот, дрожжи завелись. Все, их выливаем опять в бочку.
Все, друзья, наша фруктовая брашка готова. Я чуть перемешаю. Герметично закрываем крышкой. Вот у меня такая приспособа. В крышку встроен у меня термометр. Я это использовал, когда делал зерновую брагу. Не помню, есть у меня видео, нет, не знаю. Полистайте по каналу, посмотрите. Вот термометр для аквариума, который рассчитан на 40 объем на 40 литров. Я сейчас его выставил на 23 градуса, то я герметично закрою, включу в розетку, у меня будет брашка стоять при температуре 23 градуса. Очень удобная вещь. Рекомендую всем. Закрываем на гермет. Вот ставлю такой вот гидрозатвор. Обычный гидрозатвор. Включаю. Ну все, наблюдаем, как она будет у нас играть. Судя по надписи на дрожжах, 6-7 дней дается на выбратку. Ну посмотрим. Осадок нам садить не обязательно. То есть как только она выбродится, мы начнем перегон. Это, конечно, видео я сниму отдельно. Итак, друзья, вот наша брага полностью отыгралась. Как ни странно, в этот раз, я не понимаю, она 22 дня у меня бурлила. Вот успокоилась буквально 5 дней назад, на отстой дал 5 дней. Ну все, она не играет. Ну попробуем сейчас, что получилось, посмотрим. Получилась у нас вот такая вещь. Сейчас мы ее проверим на крепость. Вообще, что это такое? То есть это концентрированный сок, дрожжи и сахар. Это у нас получается сырье для приготовления коньяка. Вот такого цвета. Ну, она мутноватая, конечно. По идее, на вкус должно быть белое вино, полусладкое. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем. О. До вина ему далеко очень. Это реально брага из виноградного сока. Попробуем, сколько она крепости. У меня есть виномер. Сейчас мы ее замерим. Хочу сказать, что полностью отыгралась. На вкус пробую. Вообще никаких пузырьков не ощущаю. То есть продукт готов к дальнейшей переработке. Вот у меня такой виномер. Проверим спиртуозность нашей брага. Брага наша получилась крепостью 10 градусов. Вполне приемлемый результат. Из нее получится очень хорошая вещь. Ну все, на этом пока все. Вот у меня 50 литров. Дальнейший этап перегонка. Ссылка на видео по перегонке будет под этим видео. До свидания, до новых встреч.